地狱般的岩浆海逃出来，怎么又遇上紫月上帝的高手？罗峰， После побега через сердце Лавового океана Ло Фен оказался на озере Пылающей воды и собирался продолжить путь, когда увидел появившуюся золотую фигуру высотой в 1000 километров. 4 лица и 16 рук сразу выдали в него представителя священной земли Фиолетовой Луны, из одной-двух сильнейших сил всей океаны Вселенной. Ло Фен считал, что мастера священных земель имели форму врожденного высокомерия и обладали опытом работы, накопленным в бесчисленные эпохи. Перед ним оказался мастер запечатанный Халлер, эксперт, чья сила была сравнима с мастером Пятихаусовым. Особенно настораживало то, что во вселенной Фиолетовой Луны даже мастера, владеющие абсолютными истинными сокровищами. Запечатанный Халлер сразу обратил внимание на серебряные крылья Ло Фена, но, к удивлению Ло Фена, не стал нападать. Он лишь предупредил, что озеро Пылающей воды находится под контролем священной земли Фиолетовой Луны и посоветовал вскоре покинуть эту территорию. Ло Фен спокойно и дружелюбно пошел дальше. Использовав Золотое Царство, он начал телепортироваться через безопасные участки озера. За один прыжок он преодолел более 300 световых лет, но часть маршрута все равно пришлось провести полетом. Многие опасные зоны блокировали пространственные волны. Пока Ло Фен продвигался вперед, в первую эпоху реинкарнации уже возникла другая новость. Инь-То рассказал всем о битве в долине разрушения Бога. Великие существа были потрясены. Молодой Ло Фен сумел тяжело ранить Инь-То, загнать в смертельную ловушку мастера Пятихаусова и мастера Абсолютной Стрелы. Сила его серебряных крыльев оказалась настолько великой, что смогла подавить даже тюрьму водяной волны. В клане Божественного Ока началась настоящая паника. Аватар мастера Абсолютной Стрелы вскоре окончательно исчез. Перед смертью прикажу любую ценную смерть Ло Фена. Сам мастер Пятихаусов еще был жив, но его главное боевое тело застряло в лавовом океане и отчаянно боролось за выживание внутри разрушенного запретного храма. Сходя с ума от ярости, он повторил лишь одно имя — Ло Фен. Ло Фен продолжал путь через озеро Пылающей воды, даже не подозревая, что его недавняя победа уже потрясла весь океан. Слухи о том, что он тяжело ранил Инь-То, загнал мастера Пятихаусова и мастера Абсолютной Стрелы в смертную ловушку, быстро распространились среди сильнейших рас. Больше всего поразило не это, а его серебряные крылья. Многие решили, что это истинное сокровище уступает лишь абсолютным сокровищам, ведь оно смогло подавить даже знаменитую тюрьму водяной волны мастера Пятихаусов. Эта новость мгновенно вызвала жадность у многих мастеров вселенной священной земли Фиолетовой Луны. Они считали, что столь могущественное сокровище не должно принадлежать молодому человеку. Среди желающих заполучить крылья оказался и мастер Пань Кэ. Он сразу отправился к мастеру запечатанному Халлеру, тому самому, который недавно встречался с Ло Феном. Пань Кэ рассказал ему все подробности и предложил действовать немедленно. Запечатанный Халлер быстро понял, что Ло Фен еще не успел покинуть озеро Пылающей воды. Вспомнив место их встречи и направление своего полета, он вычислил предполагаемый маршрут. Вместе с Пань Кэ они решили привлечь еще одного союзника и окружить Ло Фена сразу с нескольких сторон, не оставив ему путей к отступлению. Тем временем в клане Божественного Ока царило напряжение. Все ожидали новости о мастере Пятихаусове, который еще не вернулся из лавового океана. Никто не знал, сумел ли он выжить или уже погиб, и беспокоить его никто не решил. Но вскоре произошло неожиданное. После 5 дней борьбы мастер Пятихаусов все же выбрался из смертельной ловушки. Его запретный дворец был практически разрушен, даже классическая божественная броня истреблений получила повреждения. Несмотря на это, он выжил и поклялся любой ценой отомстить Ло Фену. Переполненная ярость,
Он немедленно направился в озеро Пылающей Воды, даже не подозревая, что в это же время другие величайшие мастера Вселенной уже начали настоящую охоту на Ло Фэна. Ло Фэн уже несколько дней скрывался в области холодного воздуха, где замороженное пространство не поворачивалось никому использовать телепортацию. Именно здесь его окружили 3 мастера Вселенной из священной земли Фиолетовой Луны: мастер Юя, мастер Пэнь Кэ и самый сильный среди них — мастер Запечатанный Халлер. Они пытались загнать Ло Фэна в ловушку, рассчитывая завладеть его классическими крыльями Ши-У. Запечатанный Халлер предложил даже обменять крылья на 3 высших истинных сокровища, уверяя, что вскоре о силе этих сокровищ узнает весь океан. По его словам, многие сильнейшие мастера начнут охоту за Ло Фэном, и сейчас это предложение — лучший выход. Однако Ло Фэн лишь рассмеялся. Он прекрасно понимает, что истинная цель преследователей не сделка, а его смерть. Благодаря Золотому Царству он постоянно удерживал врагов на расстоянии около светового года, что не привело к их приближению. Тем временем охотники тоже начали терять скорость. Они понимали, что пока Ло Фэн находится в области холодного воздуха, догнать его невозможно. Но неожиданная ситуация резко изменилась. На границе опасной зоны появился еще один враг — Мастер 5 Хаосов. К всеобщему удивлению, он выжил после смертельного путешествия через лавовый океан и теперь жаждал лишь одного — места. Между ним и Ло Фэном сразу же вспыхнула словесная перепалка, полная власть и угроза. После этого Мастер 5 Хаосов без перемен вступил в бой. Очень быстро он связался с Запечатанным Халлером, и оба мастера временно забыли о разделе добычи. Сначала кому нужно было поймать Ло Фэна, а уже потом решить, достанутся его сокровища. 2 сильнейших силы одновременно начали сжимать кольцо окружения. Ло Фэн понял, что дальше тянуть нельзя. Против одного врага он еще мог бесконечно держать дистанцию, но против 2 столь могущественных мастеров времени почти не осталось. Не теряя ни секунды, он резко взмыл вверх, прижавшись к заранее подготовленному плану, в то время как новость о его невероятных подвигах наконец достигла легких рас. Ло Фэн связался с руководителем электрической расы через виртуальную вселенную. Сначала никто не поверил слухам о том, что он сумел одолеть таких сильных противников, как Инь То, мастер Абсолютной Стрелы и мастер 5 Хаосов. Однако после проверок мастером Пэн Гуном понял, что все это правда. Ло Фэн подтвердил, что Инь То был тяжело ранен, мастер Абсолютной Стрелы погиб, а мастер 5 Хаосов едва выбрался из лавового океана. Но и сам Ло Фэн оказался в смертельной опасности. Его уже преследовали сразу 4 мастера Вселенной. Мастер Запечатанный Халлер, мастер Пань Кэ, мастер Юя и выживший мастер 5 Хаосов. Лидер города Первичного Хаоса понял, что ученику помочь невозможно. До озера Пылающей Воды слишком далеко, а подкрепление просто не удастся. Ло Фэн лишь успокоил всех, заявив, что готов пожертвовать своим главным существом, если другой исход не станет жертвой, после чего вернулся в погоню. Тем временем преследование продолжалось. Ло Фэн специально направился к огню замерзшего озера, одному из самых простых мест лодки Вселенной. Несмотря на смерть, все 4 продолжаются. Однако Ло Фэн неожиданно снизил скорость, как специальный ведущий мастеру 5 Хаосов догнать себя. Остальные считали неладное, но было уже поздно. Впереди источника легендарная дорога отчаяния. 12 бездонных пропастей, из которых вырвался огонь замерзшего озера. Это место считалось смертным даже для величайших мастеров Вселенной. Когда мастер 5 Хаосов почти настиг Ло Фэна, тот внезапно развернул миниатюрную вселенную, чтобы схватить врага вместе с собой и оставить чудовищную силу бездны затянуть их нижний край. Мастер 5 Хаосов в ужасе пытался вырваться, но это было уже невозможно. Последними словами Ло Фэна стали: «Для меня большая честь пройти дорогу отчаяния вместе с мастером 5 Хаосов». Оставшиеся преследователи лишь могли наблюдать, как оба исчезли в бездне. Даже мастер Запечатанный Халлер признался, что Ло Фэн оказался настоящим безумцем, готовым рискнуть собственной жизнью, лишь бы утащить врага за себя. Получится ли у Ло Фэна выжить там, откуда не возвращаются даже сильнейшие?
и что станет с мастером Пятихаусовым? Рассмотрим это в следующем видео. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!